Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежных гречаников с мясным фаршем, томленых в ароматной подливе. Точно как в детстве готовила бабушка. Это сытное домашнее блюдо, от которого сложно оторваться. Идеально для обеда или ужина. Просто и по-домашнему вкусно. Для приготовления фарша мне понадобится средними кусочками режу репчатый лук. Морковь натираю на крупной терке. Наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться лук. Для фарша я использую много жареного лука и моркови. Так он получается более сочным и ароматным. Сначала обжариваю лук до легкого золотистого цвета. Добавляю к луку морковь и также ее слегка обжариваю, чтобы она стала мягче. Для вкуса и красивого цвета можно добавить кусочек сливочного масла. Морковь со сливочным маслом получается такая более оранжевая. Морковь с луком обжарились, сковородку снимаю с плиты. Для рецепта сегодня я использую фарш ассорти. У меня 50 на 50 свинина и говядина. Можно использовать любое мясо. Добавляю гречку. Гречку я заранее отварила и охладила. Также я добавляю примерно 2 трети обжаренного лука и моркови. 1 треть оставлю для подливы. На мелкой терке натираю 2 зубчика чеснока. Если не любите чеснок, можете не добавлять, но с ним, конечно, получается вкуснее. Также добавляю 1 яйцо, соль, примерно 1,5 чайной ложки, черный перец. Друзья, конечно, соль, перец и другие специи используйте по своему вкусу. Я буду добавлять чайную ложку сушеного чеснока, добавляю пол чайной ложки кориандра и пол чайной ложки паприки. Хорошо все вымешиваю. Сушеный и свежий чеснок отличаются по вкусу, поэтому я добавляю и свежий, и сушеный. Фарш готов. Ну и теперь формуем гречаники. Берем фарш, делайте размер котлеты такой, какой вы хотите. У меня получаются такие среднего размера. Фарш обязательно слегка подбиваем в руке. И выкладываю котлету в сухарики. Я использую сухарики панко. Кстати, как сделать сухарики панко дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Но можно использовать, конечно, любые сухарики. Либо просто котлеты обвалять в муке. Благодаря панировке котлеты получаются сочные. Гречаники выкладываю в форму для запекания. Всего из этого количества фарша у меня получается 10 котлет. Сейчас в форму я наливаю немного воды и отправляю все запекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно минут на 40. А сама тем временем подготовлю подливу. Если вы хотите готовить гречаники без подливы, тогда запекайте их в духовке примерно 1 час. И сейчас готовлю свою универсальную подливу. У меня здесь остались обжаренный лук и морковь. Включаю разогреваться сковородку. Добавляю столовую ложку томатной пасты. Томатную пасту обязательно надо обжарить, тогда она получается вкуснее. Вливаю в сковородку воду. У меня здесь 500 мл воды. Добавляю сметану, 2 столовые ложки. Конечно, соль и перец по вкусу. Чуть убавлю огонь. Также добавляю чайную ложку сушеного чеснока и чайную ложку паприки. По желанию можете добавить еще любые специи. Я добавлю немного итальянских трав. Перемешиваю. Также для баланса вкуса не забудьте добавить пол столовой ложки сахара. Мой соус я немного загущу крахмалом. Здесь у меня 10 граммов крахмала, столовая ложка. Добавляю воду. Перемешиваю. Вливаю в сковородку. И теперь подливу провариваем минут 10-15, и она полностью готова. Если вы будете заливать этой подливой котлеты или, допустим, курицу, все, что вы готовите, какое-либо мясо, то тогда, конечно, просто доводите до кипения и заливайте. Подлива дотушится вместе с мясом. И в конце я еще добавляю 2 зубчика чеснока. Также сюда можно добавить и зелень. Я добавлю немного порезанного мелко укропа. Конечно, с такой подливой любое блюдо будет очень вкусным. Вот такая по густоте она получается. И, конечно, попробуйте ее на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Гречаники я достала из духовки. Они у меня там стояли примерно 35 минут. И теперь я их заливаю подливой. Отправляю их обратно в духовку еще минут на 15-20. И все готово. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Гречаники хорошо протушились. Они буквально томились в духовке. И, конечно, сразу горячие подаем к столу.
Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.